Это печальная и очень грустная история о канадском снайпере, которому повезло вернуться из Украины домой. Канадская газета «Ла Пресса» опубликовала интервью с ним. Зовут его Валли. О нем методично слагали легенды украинские пропагандисты. Если вкратце, они о нем говорили: один из лучших снайперов в мире. За 2 месяца выстрелил всего 2 раза. По окнам. «Это война сплошной обман», — сказал он. «Большинство наемников возвращаются на родину разочарованными, ни разу не побывав на фронте. Мне повезло, что я вообще жив остался. Мы ходили на грани». Последней каплей стала боевая задача, на которой наемники действовали совместно с украинскими солдатами срочной службы. На позиции, которая находилась под огнем российских танков, 2 украинских военных поднялись, чтобы покурить. Валли пытался их остановить, но они не слушали. Через несколько секунд по ним с ювелирной точностью прилетел снаряд. Взрыв был страшной силы. Я вдруг перестал слышать и чувствовал головную боль. Это было жестко. Валли понял, что украинцам уже не помочь. Пахло смертью. Это сложно описать. Ужасный запах обгоревшей плоти, серы и химикатов. Нечеловеческий запах. После этого Валли позвонил жене. Он пытался объяснить, что стал свидетелем 2 смертей. Он говорил: «Я думаю, что уже сделал достаточно, да? Я сделал достаточно». Как будто он хотел, чтобы я сказала ему возвращаться домой. Для большинства пересекших границу наемников процесс поиска подразделения, к которому они могли были присоединиться, был хаотичным и мучительным. Зеленский звал всех, но офицеры на местах оказались абсолютно беспомощными. Они не знали, что с нами делать. Сам Валя, еще несколько канадцев присоединились к нормандской бригаде, частному наемническому формированию под командованием отставного канадского военного из Квебека, позывным «Хрульф». Однако члены бригады сразу стали проявлять недовольство. Многие дезертировали. 3 наемников рассказали Ла Пресса, что Хрульф обещал им выдать оружие и защитное снаряжение, но в итоге ничего не сделал. Некоторые из наемников находились в 40 километрах от фронта без бронежилетов. Если бы русские начали наступление, мы все оказались бы в опасности. Это была безответственность командования бригады, признает один из наемников. Дезертирство наемников подтверждает и сам командир нормандской бригады Хрульф. По его словам, всего дезертировали около 60 человек. Некоторые хотели заключить контракт на таких условиях, которые предоставляли бы им статус комбатанта и гарантировали медицинское обеспечение за счет украинских властей. Другие пытались создать мошенническую схему для хищения $500 000, предоставленных американцами. Многие ожидали, что все будет легко и просто, но на войне все наоборот. Это стало ужасным разочарованием, заключает Валя. Чтобы найти оружие, нужно было пройти через кавказские приключения. Нужно знать кого-то, кто знает еще кого-то, кто скажет, что в этой старой парикмахерской тебе могут выдать АК-47. Все снаряжение нужно собирать по частям. Тут и там, иногда в хорошем состоянии, иногда нет. Еду и бензин наемники тоже добывали сами. Даже еду нам часто давали гражданские. То же самое с бензином, чтобы заправить машину. Постоянно нужно что-то решать, знать нужных людей. Спустя несколько недель наиболее подготовленные наемники были отобраны Главным управлением разведки Украины и, по их словам, начали привлекаться к операциям в тылу противника. Остальные кочуют по съемному жилью и ждут, пока кто-нибудь согласится взять их в свой состав. При этом большинство наемников решили вернуться домой. Много кто приезжает на Украину и рвется в бой, но уезжают они, поджав хвосты, говорит Волли. В конечном итоге, признается Волли, он сам сделал 2 выстрела по окнам, чтобы напугать противника, и в действительности никогда не находился в зоне огня противника. Это война техники, где отважные украинские солдаты несут тяжелые потери под обстрелами и упускают массу возможностей из-за недостатка технической подготовки.